Отведенное время старой овчарки Мухтару подходило к концу. Много лет назад, когда он был еще молод и сильный, он с гордостью охранял дом, пронзая своим громким лаем любую угрозу. Мухтар был не просто собакой. Он был верным другом, защитником, спутником в радостях и печалях. В его жизнерадостных глазах отражались моменты радости и страха, но с каждым годом, как мимо проплывали сезоны, следы времени оставляли свои печати на его теле. Теперь, после долгих лет преданности, старая развалина, потерявшая былую силу, с трудом передвигалась по двору своего хозяина. Глаза его стали подслеповатыми, а в лапах чувствовалась неумолимая старость. С каждым шагом ветер шептал ему о приближающемся расставании, словно намекая на неотвратимость судьбы. Мухтар дремал на крыльце, глядя вдаль. Место, куда он смотрел, было исписано воспоминаниями. Там, в объятиях природы, он видел всю свою жизнь, полную радости, охоты, дружбы и любви. Ему вспоминались эти беззаботные дни, когда он с удовольствием носился по полям. Ловил бабочек, играл с детьми, радостно касаясь своим носом их ладошек. Даже сейчас, когда внутренние силы покидали его, он не жаловался. Он знал, что этот период должен был прийти. И хотя его тело мучили боли, старый пес грустил вовсе не из-за этого. В его сердце жила одна страшная мысль. Как он сможет покинуть своего любимого хозяина, с которым они прошли через огонь и воду? Как он сможет оставить его одного в этом большом и непонятном мире? Каждый день хозяин сидел с ним на крыльце, подолгу разговаривая, делая это все с той же любовью, что и много лет назад. Он гладил поседевшую голову Мухтара, как если бы каждый штрих утирания слез, каждое прикосновение старались замедлить время, дать возможность насладиться каждым моментом еще немного. Глядя в его глаза, человек словно искал подтверждение того, что и он, в свою очередь, был должен сделать то же самое. Ценить каждый миг, каждый вдох, каждую минуту, проведенную вместе. Взгляд собаки стал все более печальным, ведь он понимал, что именно это было их последнее время вместе. Во время одной из прогулок вдоль реки Мухтар заметил, как лед начинает трескаться и уходить вглубь воды. Он понимал, что скоро, возможно, будет охота, но силы покидали его. Каждый раз, когда он пытался побежать, его суставы предательски подгибались. Водяные потоки, которые вырывались из-под льда, напоминали ему о том, как быстро пролетело время. Но в тот день его хозяин был особенно тихим. Он делал шаги мимо, смотрел на воду с такой тоской, что великодушная душа пса вновь забилась в предчувствии беды, как будто он чувствовал что-то недоброе. Мухтар, преданный, не хотел оставлять своего человека, но его силы медленно иссякали. Когда настал вечер, Мухтар, как всегда, был плотно накормлен. Хозяин долго сидел с ним, обняв, шепча ласковые слова и дымя сигаретами. Каждый пепел казался как символ их стольких совместных дней. Они смотрели на реку, где весенний свет переливался по воде, и солнышко скатывалось за горизонт. Это были моменты, когда они были просто вместе, не требуя ничего и не ожидая. Но в каждом слове хозяина, в каждом вздохе слышалась непередаваемая грусть, которая неотвратимо надвигалась. Эти мгновения были как волшебные чары, которые свивали их свыше, где каждый момент казался вечностью. Утром, когда небо затянуло серыми облаками, хозяин повел своего верного друга к реке. Там стояла их лодка. Внутри, кроме обычных принадлежностей, были палка и крепкая веревка с петлей. Мухтар, неподвижно стоя, смотрел на своего человека с недоумением. В его глазах читались вопросы. «Что происходит? Куда ты меня ведешь?» Но хозяин не отвечал. В его тоне слышалась безысходность. Река, кажется, притягивала их к себе, как будто заботилась о их дружбе. Но она таила в себе и свои опасности. «Вперед!» – произнес он, не глядя на друга. Мухтар снова ощутил холодное предчувствие, как удар молнии, пронзивший его сердце. Он снова попытался понять, что происходит, но заботливые часы не оставили шанса. Подчиняясь команде, он покорно зашел в лодку. Хозяин не смотрел на него, всего лишь греб в глубины реки, как будто они отправлялись на рыбалку.
Старая собака чувствовала, как нарастающий мрак охватывал обе души. Хозяин постепенно становился не похожим на самого себя, как будто их дружба с каждым грибком прерывалась невидимыми нитями. Как только лодка достигла середины реки, все произошло слишком быстро. Хозяин сделал то, что навсегда изменило их судьбы. Он наклонился, и Мухтар, увидев его взмах, почувствовал, что это было не просто бросание палки. В этот момент вся жизнь прошла перед его глазами. Те самые мгновения, когда они бегали, играли, а вокруг них шумел мир. Холодная рука тревоги сжала его сердце, напоминая, что настоящее может закончиться в любой момент. Хозяин шепнул слова, которые он никогда не ожидал услышать, и в этот миг все остановилось. Преданность, любовь и тот самый момент, когда они вместе шагали по берегу, охраняли друг друга. Мухтар, переполнен эмоциями, преодолел страх и прыгнул в воду. Но в этот же миг послышался второй звук. Вода глухо захлопнулась, и пес, отчаянно пытаясь выбраться, увидел, что все произошло слишком быстро. Хозяин боролся с воронкой, воды захватывали его. Холодные струи жестоко били пса, но он все равно продолжал плыть к своему человеку. Вокруг раздавались крики о помощи, но старый Мухтар понимал, что только он мог изменить ход событий. Он был полон решимости. В его сознании сплелись все воспоминания о преданном друге. Каждое мгновение вместе было причиной, чтобы бороться за жизнь. За свою и за жизнь любимого хозяина. Собака, собрав все свои старые силы, удивительным образом выскользнула из ловушки, что сводовало ее к дну. Он вспомнил свою молодость, когда каждый его плавательный удар был наполнен силой, и, как бы ни было трудно, он радостно нырнул за хозяином. Удивительно, он снова почувствовал себя живым. Сердце пса, полное любви и заботы, било сильнее, чем когда-либо, и он понимал. На кону стояла не просто жизнь, а любовь, достойная только самых смелых. Слезы смешивались с водой, когда он, изнеможенный и истощенный, вытащил своего человека из ледяной воронки. Болящее сердце пса сжималось от нежной преданности, он чувствовал, что это его последний бой. Когда они оба вылезли на берег, Мухтар почувствовал, как темнота сжимает его передние лапы. Хозяин, очнувшись, обнял его с такой силой, словно хотел слиться с его существом. Слезы текли по лицу человека, как ручьи весной, и он плакал, как никогда раньше. Это были слезы любви, тревоги и осознания того, что они вместе по-прежнему. Они не смогли бы, даже если бы захотели, обмануть самих себя. Их связь стала еще крепче, наполненная переживаниями и болью. С трудом поборовшись, мужчина донес своего верного друга домой. Его мысли путались в голове, а холод сковывал каждый шаг. Он не замечал, как его тело пыталось сбросить усталость. Лишь одна мысль – «Я доведу до дома». Когда в конце концов они достигли своей хижины, Мухтар ощутил тепло, исходящее от печи. Он знал, что дома их ждет тепло и забота, но одновременно понимал, что его время на земле истекает. Хозяин дрожащими руками укутал его в одеяло, и они остались наедине, прислушиваясь к тихому шепу своих сердец. Минуты становились часами, и когда наступила ночь, Мухтар провалился в глубокий сон. Он не знал, что это будет его последний миг покоя. Когда он открыл глаза, то снова увидел уютность комнаты и своего хозяина рядом. Сердце его наполнилось надеждой и вдохновением, но также он чувствовал, что что-то внутри него изменилось. Каждый вздох давался все сложнее. Хозяин, заботливо глядя на него, произнес: «Мы вместе, Мухтар. Мы все преодолеем». Слова ободрения звучали как клятва, и собака понимала, что до конца он будет рядом. Спустя меньше суток они поняли, что волшебство вернулось, но их связь уже изменилась. Мухтар знал, что дальше жизнь будет полна испытаний. Но он не сдастся. Хозяин, глядя на своего верного друга, произнес: «Мы с тобой еще повоюем». Каждое из этих слов было пронизано силой и решимостью. И каждый отрезок времени, что они провели вместе, казался бесконечным. Прошлая боль становилась частью их общей истории,
И они старались отпустить все обиды и страхи, находя силы в дружбе. С каждым днем они боролись вместе, как никогда раньше. Каждый момент стал важным. Забота о друге, нежность маленьких жестов, радость общения – все это укрепляло их связь. Они гуляли по знакомым тропам, делали то, что любили, и наслаждались природными красотами вокруг. Но время, как великий судья, было беспощадно. В один теплый солнечный день, когда свет солнца пробивался сквозь деревья, Мухтар почувствовал, что пришло время для прощания. Он почувствовал, что его старое сердце устало. С каждым днем мир становился все красивее, но он понимал, что должен уйти. Невозможно описать ту боль, которую ощутил хозяин, когда услышал последние вздохи своего любимца. Как будто солнце скрылось за облаками, снова опустилась темнота. Хозяин потерял не только друга, но и часть себя. Вечность будет мертва без света этой преданной души, которая искренне любила. Он забрал собаку к реке, где они столько раз проводили время, и с полным сердцем произнес: «Спасибо, Мухтар, за все». Слезы текли по лицу человека, как ручьи весной, и он больше не мог сдерживать свою печаль. Прощаясь, он вдруг вспомнил каждую яркую минуту их совместной жизни, и в его памяти вновь всплыли моменты, когда они вместе преодолевали трудности, когда смех и радость наполняли их дни. Он знал, что, несмотря на утрату, память о верном друге всегда будет жить в нем, подобно тому, как каждое ласковое слово и каждое прикосновение согревали их сердца. Хозяин остался на одиноком берегу, осознавая, что настоящая любовь не знает границ, и что каждый момент, проведенный вместе, это дар, который навсегда останется с ним. Берегите своих преданных и верных стариков. Их время на этой земле коротко, но они оставляют неизгладимый след в наших сердцах, напоминая о том, что настоящая любовь не знает границ. Они в этом так нуждаются. И пусть каждый из нас помнит, как много значит дружба, как важно ценить жизнь, каждую ее каплю, каждый вздох, потому что именно это и делает нас настоящими.